Мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Сегодня будем вязать английскую резинку двумя способами. В конце видео я расскажу, какие есть особенности у этой резинки, а они у нее есть. Значит, и, соответственно, как делать расчеты. И также будет маленький анонс, поэтому досмотрите видео до конца. Для способа первого, обычным классическим способом, набираю 15 петель. На спице набрано 15 петель. Кромочную снимаем. Значит, первую провязываем лицевой. Теперь у нас предполагаемая изнаночная. Ее мы должны снять с накидом. Делаем накид, снимаем изнаночную. Далее у нас лицевая, изнаночная. Сейчас у нас предполагаемая пока, поскольку у нас был только наборный ряд. Делаем накид, снимаем изнаночную, не провязывая. Провязываем лицевую, снимаем с накидом изнаночную. Следующая лицевая, снимаем с накидом изнаночную. Видели я, чтобы быстрее провязать, скажем, чтобы быстрее снять. Вот сейчас у нас лицевая, сейчас у нас предполагаемая изнаночная должна быть. Чтобы быстрее можно снять вот так и снять потом, а можно перевести нить вперед и снять сразу с накидом. Следующая лицевая, изнаночная с накидом снимается не провязанная. Лицевая. Второй ряд. Снимаем кромочную. Перед нами изнаночная. Вот теперь мы уже видим, что у нас где изнаночная, где лицевая. Изнаночные мы всегда будем снимать с накидом. Снимаем изнаночную с накидом. Сейчас у нас лицевая с накидом. Ее мы провязываем их вместе. Лицевой. Теперь перед нами одиночная изнаночная. Ее мы снимаем с накидом, не провязывая. Перед нами сейчас лицевая, видите, она с накидом вместе. Вот мы их вместе подхватываем и провязываем лицевой. Далее изнаночную мы снова снимаем с накидом, лицевую с накидом провязываем. Изнаночную, она одиночная, видите, мы снимаем не провязывая с накидом. Лицевую с накидом, вот их две, вот мы их две вместе провязываем. Петлю с накидом нужно всегда провязывать. Одиночную снимать с накидом. Вот сейчас у нас одна одиночная изнаночная, мы ее снимаем. Лицевую с накидом мы должны провязать. Одиночная петля мы должны снять, не провязывая с накидом. Сейчас петля с накидом вместе провязываем лицевой. Снимаем изнаночную одиночную с накидом, кромочная, изнаночная. В третьем ряду теперь каждый раз мы будем повторять одни и те же движения. Вот у нас перед нами лицевая с накидом. Провязываем ее лицевой. Одиночную изнаночную снимаем с накидом. Вот видите, вот таким образом у нас накид. Значит, лицевая с накидом провязывается. Лицевой. Одиночная изнаночная, значит, мы ее должны снять с накидом. Лицевая с накидом провязывается лицевой. Перед нами одиночная, значит, нужно сделать накид и снять ее. Лицевую с накидом провязываем лицевой. Одиночную изнаночную снимаем с накидом. Лицевую с накидом провязываем. Одиночную изнаночную снимаем с накидом, не провязывая. Лицевая с накидом провязываются. Одиночную изнаночную мы должны сделать накид, значит, если она одна, мы делаем накид и снимаем ее, не провязывая. Видим перед нами петля с накидом, ее обязательно нужно провязывать. Провязываем кромочную изнаночной
И таким образом будет провязываться каждый ряд. Каждый ряд будут одни и те же движения. Кромочную сняли. Вот у нас одиночная без накида. Значит, ее нужно снять с накидом. Теперь у нас петля с накидом. Ее обязательно нужно провязать. Она лицевая. Значит, провязываем лицевую, лицевой петлей, лицевую и накид вместе. Теперь перед нами изнаночная. Снимаем с накидом, лицевую с накидом, провязываем лицевой. И так будет повторяться каждый ряд. Я провяжу еще несколько рядов, посмотрим, что мы получим. Вот так выглядит наш образец. Сейчас покажу вам второй способ. Теперь второй способ провязывания этой резинки. Набрано снова 15 петель на спице. Снимаем кромочную. Первую провязываем изнаночной. При этом способе мы будем вязать только изнаночными петлями. В первом случае мы вязали только лицевые, в этом случае мы будем провязывать только изнаночные. А теперь предполагаемую лицевую мы снимаем с накидом. Провязываем изнаночную, предполагаемую лицевую снимаем с накидом. Провязываем изнаночную, предполагаемую лицевую снимаем с накидом. Провязываем изнаночную, предполагаемую лицевую снимаем с накидом. В этом случае нить, в общем-то, переводить назад совершенно нет никакой необходимости. Вот мы сняли с накидом, провязываем изнаночную и снимаем с накидом предполагаемую лицевую. Снова провязываем изнаночную, снова снимаем с накидом лицевую, провязываем изнаночную, кромочная, изнаночная. Для английской резинки лучше всего набирать нечетное количество петель. Теперь во втором ряду снимаем кромочную, перед нами лицевая, одиночная, значит мы ее снимаем с накидом. Теперь перед нами изнаночная, но она с накидом. Мы должны ее провязать. Снова все петли с накидом мы должны провязывать, а одиночные снимать с накидом. Видим, лицевая, она одиночная, мы ее снимаем с накидом, не провязывая. Теперь изнаночную и накид провязываем изнаночной, лицевую одиночную мы снимаем с накидом, изнаночную с накидом мы провязываем изнаночной, лицевую мы снимаем одиночную с накидом, а изнаночную с накидом провязываем. Снова перед нами одиночная лицевая, мы ее должны снять с накидом. Теперь изнаночная с накидом провязываем изнаночной вместе. Одиночную снимаем с накидом, двойную провязываем изнаночной. Одиночную снова снимаем с накидом, кромочная, изнаночная. Теперь в каждом ряду здесь тоже будут повторяться одни и те же движения. Сняли кромочную, перед нами изнаночная с накидом, провязываем изнаночной. Нить можно уже не переводить назад, в этом нет необходимости. Лицевая одиночная снимаем с накидом. Изнаночной провязываем изнаночную с накидом, одиночную лицевую снимаем, сделав предварительно накид, не провязывая. Изнаночная с накидом провязываем изнаночной, лицевая одиночная перед нами, мы должны ее снять, сделав предварительно накид. Снимаем, не провязывая с накидом. Изнаночная с накидом провязываем изнаночной, лицевая одиночная снимаем с накидом, провязываем изнаночной, изнаночную и накид, одиночную лицевую должны снять с накидом. В первом случае мы делали наоборот. У нас была лицевая всегда с накидом. В этом случае у нас всегда изнаночная с накидом, поэтому мы всегда провязываем только изнаночные петли, а лицевые снимаем, не провязывая, с накидом. Сейчас у нас изнаночная с накидом, провязываем изнаночной, лицевая одиночная снимаем с накидом, не провязывая. Изнаночную с накидом провязали изнаночной, кромочная, изнаночная.
Таким образом будут повторяться все ряды. Сейчас я провяжу еще несколько рядов, мы посмотрим, что получится у нас. Вот таким образом выглядит второй образец. Я его не закрыла пока, намеренно. Хочу вам показать, как закрывать такую резинку классическим способом. Снимаем кромочную. Вот перед нами сейчас, видите, изнаночная, поскольку это вот второй способ провязывания. Изнаночная с накидом. Мы ее провязываем. Вот как вязали мы резинку, так и будем провязывать эти петли. Провязываем ее изнаночной, кромочную накидываем сверху. Далее перед нами лицевая. Теперь мы накид не делаем, мы просто провязываем лицевой, накидываем сверху предыдущую. Перед нами с накидом изнаночная, мы провязываем изнаночной и накидываем предыдущую петлю сверху. Перед нами лицевая, накид мы не делаем, поскольку закрываем, просто провязали лицевой и накинули сверху предыдущую. Вот таким образом мы закрываем, ничего сложного. Просто где видим изнаночную, провязываем изнаночную, где видим лицевую, провязываем лицевую и накидываем предыдущую петлю. Передо мной сейчас два этих образца. В этом случае мы провязывали лицевые, в этом случае мы провязывали изнаночные. Никакого отличия нет. В общем-то, если вот только не сказать, что немного покрупнее получается, когда мы провязываем изнаночные. А в принципе различий нет. Что вот касается, на чем хотела я заострить ваше внимание, значит, эта резинка обладает очень высокой способностью к растяжению. Ну, просто очень высокой способностью. Вот посмотрите. После стирки она будет растягиваться, ну, прям вот точно. И в общем-то, во время носки тоже. Это я знаю по шапке, которую вязала дочери. Но, значит, в связи с этим есть и нюанс в расчетах. Я их подрастянула, вы видели. Измеряем, например, вот этот образец, который мы вязали лицевыми петлями. Не измеряйте кромочные. То есть 15 петель минус 2, только 13 петель включаем в расчет. Вот она, видите, кромочная, которая стоит ребром. Какой в ней смысл? Зачем ее измерять? Получается 15,5 сантиметров. Конечно же, мои образцы коротенькие. В общем-то, образец нужно связать гораздо выше, чтобы понять. То есть у нас получилось 14, будем считать, 15 сантиметров. Посередине образца нужно измерять 15 сантиметров. Петель у нас 13 расчетных, кромочные мы не считаем. Делим на 15 и умножаем. Например, если у вас объем головы, если вы вяжете шапку, объем головы 60 сантиметров вам нужно. Вот что мы получаем. Значит, получаем мы 13 делим на 15 и умножаем на 60. Окружность головы. То есть 52 получается петли. Но мы не будем набирать 52 петли. Мы отнимем вот от этого количества минимум 20%. Вот. Отнимаем 20%. И получаем 42 петли. Сюда прибавляем 2 кромочных, если они вам нужны. Если это вязание в круговую, то без них. Лучше всего связать образцы, постирать. Образцы должны быть повыше, гораздо, как минимум в 2 раза выше, чем этот образец. Ну и завершу я тем, что не просто так я сегодня сняла этот небольшой мастер-класс по вязанию английской резинки, а в связи с тем, что собираюсь где-то, наверное, в четверг снять мастер-класс по вязанию мужской шапки.
вот этим узором по кругу. По кругу он вяжется немного по-другому. Грядет 23 февраля, давайте готовиться. Поэтому кто со мной в четверг, в пятницу, я надеюсь, что уже загружу видео с шапкой на канал. На сегодня все. Всего доброго. С вами была Марина, канал Вяжем вместе.